Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео мы свяжем вот такой укороченный жакетик болеро крючком, прилегающего силуэта без застежки, открытый спереди. Но при желании также можно пришить несколько пуговиц к верхнему краю борта жакета, к фестонам обвязки, чтобы зафиксировать полочки жакета. Жакет связан на размер 46, но также подойдет на 44 и 48 размеры. По этому мастер-классу вы сможете связать болеро на любой другой размер, сделав расчеты и подставив свои значения. А также при расчете петель я расскажу, сколько нужно добавить сантиметров, чтобы связать данную модель с застежкой в стык или свободного силуэта. Жакет болеро будем вязать снизу вверх единым полотном полочки и спинку. Далее разделим вязание, свяжем росток, сформируем проймы и горловину. Отдельно свяжем вточные рукава, также снизу вверх по кругу, и в завершении выполним обвязку краев изделия. В этой первой части мастер-класса мы свяжем образец по схеме и по этому образцу выполним расчет петель. Итак, для вязания я использовала пряжу с составом 50% хлопка, 50% вискозы с метражом в 100 граммах 425 метров. Крючок номер 2. Расход пряжи на размер 44-48 280 грамм. Давайте свяжем образец. По схеме мы видим, что раппорт узора в высоту составляет 14 рядов, а далее идет повторение узора. Этот узор можно начинать вязать в любой последовательности рядов. Я начну вязание жакета с 5-го ряда относительно этой схемы. Соответственно, и образец я свяжу в этой же последовательности. Раппорт узора кратен 12 петлям. Для образца я наберу 12 петель плюс 11 плюс 6 петель на подъем. Всего получается 29 петель. Вяжем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали 29, вяжем первый ряд, делаю накид, отступаю на 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель и в 7-ю петлю вяжу столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, накид, следующую воздушную петлю пропускаю и во 2-ю воздушную вяжу столбик с одним накидом. 1 воздушная, накид, пропускаю 1 петлю и в следующую вяжу столбик с одним накидом. 1 воздушная, накид, пропускаю 1 петлю и в следующую вяжем столбик с одним накидом. Продолжаем. Вот такие ячеечки получается. Довязываем до конца ряда. 11 ячеек связала, осталось 12. 1 воздушная, накид, 1 петлю пропускаем и в 1-ю петлю наборного ряда провязываем столбик с одним накидом и вяжем 2-й ряд. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и в эту же петлю вяжем столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, делаю накид, пропускаю 1 ячейку 1-го ряда и во 2-ю вяжу столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, сюда же провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные и вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда 3-й ячейки вяжем столбик без накида. Получается вот такая дуга на 3 ячейках. И далее вязание повторяется. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом под 2-ю ячейку 1-го ряда, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с одним накидом в это же место. 2 воздушные петли и прикрепляемся столбиком без накида к концу 3-й ячейки в вершину столбика с одним накидом 1-го ряда. Продолжаем. Довязываем 4-й сегмент в виде дуги,
2 воздушные и столбик без накида во вторую воздушную петлю от столбика с одним накидом предыдущего ряда. 1 во вторую вяжем. Третий ряд узора вяжем 4 воздушные петли, разворачиваемся и в вершину дуги под вот эту галочку будем вязать 3 пышных столбика с 2 воздушными между ними. Делаем накид, вытягиваем петлю, второй раз накид, вытягиваем петлю, третий раз накид, вытягиваем петлю, провязываем 3 вытянутые петли с 3 накидами и оставшиеся 2. 2 воздушные, накид, и сюда же вяжем второй пышный столбик, вытягиваем петлю 1, накид, петля 2, накид, петля 3, провязываем и оставшиеся 2. 2 воздушные и третий пышный столбик в это же место. Накид, петля 1 раз, накид, петля 2 раз, накид, петля 3 раз. Провязываем петли с накидами и оставшиеся 2. Связали группу из 3 пышных столбиков, и между ними будет 1 воздушная петля. И в вершину следующей дуги под центральную арочку вяжем следующую группу из 3 пышных столбиков и с 2 воздушными между ними. 1, 2, 3, все вместе и оставшиеся 2. 2 воздушные и сюда же 1, 2, 3, провязываем петли с накидами и оставшиеся 2. 2 воздушные и третий пышный столбик. 1, 2, 3, провязываем все вместе и оставшиеся 2 петли. 1 воздушная между группами из пышных столбиков. Довязываем ряд до конца. Связали и, не провязывая воздушную петлю, после группы из 3 пышных столбиков заканчиваем ряд столбиком с 2 накидами в вершину столбика без накида предыдущего ряда. Четвертый ряд узора вяжем 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание и вяжем столбик с одним накидом под первую арочку предыдущего ряда. 1 воздушная и под следующую арочку столбик с одним накидом. Воздушная, столбик с одним накидом между элементами. 1 воздушная и под следующую арочку столбик с одним накидом. Воздушная, столбик с одним накидом. Воздушная, столбик с одним накидом между элементами. И так далее. Вяжем такие же ячейки, как и в первом ряду. Заканчиваем ряд воздушная и столбик с одним накидом под 4 воздушные петли предыдущего ряда. И вяжем 5-й ряд аналогично 4-му. 4 воздушные петли, разворачиваем вязание и провязываем столбик с одним накидом в вершину столбик с накидом предыдущего ряда. 1 воздушная, столбик с одним накидом в вершину столбика предыдущего ряда. Воздушная, столбик с одним накидом и так далее. Довязываем ряд. Воздушная и столбик с одним накидом во вторую воздушную петлю предыдущего ряда. Шестой ряд. Провязываем 1 воздушную, разворачиваемся, столбик без накида в эту же петлю. 5 воздушных петель. И прикрепляемся столбиком без накида у окончания второй ячейки в вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда. И опять 5 воздушных петель. Столбик без накида в вершину столбика с накидом второй ячейки. И так далее. Провязываем.
В завершении ряда прикрепляемся столбиком без накида во вторую воздушную петлю от столбика с накидом предыдущего ряда. Седьмой ряд, 6 воздушных петель. И в первую арочку вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли и вяжем под вторую арочку 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петли и под следующую арочку столбик без накида. Вот такой элементик получается, и между такими элементами будет арочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Прикрепляемся столбиком без накида к следующей арочке предыдущего ряда. 2 воздушные петли и 7 столбиков с одним накидом в следующую арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арочку, 2 воздушные и заканчиваем ряд столбиком с 2 накидами, вершину столбика без накида предыдущего ряда. Восьмой ряд узора, 1 воздушная, разворачиваемся, столбик без накида в эту же петлю, 2 воздушные и провязываем 4 столбика с одним накидом, вершины столбиков с накидом предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 3 воздушные петли и еще 4 столбика с одним накидом. Первый вяжем в эту же петлю, куда провязывали 4-й столбик с накидом предыдущей группы. 1, в следующую петлю 2, следующую 3 и 4. 2 воздушные и прикрепляемся в арочку столбиком без накида. Повторяем 2 воздушные, 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 3 воздушные и еще 4 столбика с одним накидом. Первый провязываем в эту же петлю. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные и прикрепляемся столбиком без накида в 3-ю воздушную петлю от столбика без накида предыдущего ряда. 9-й ряд, 5 воздушных петель, разворачиваемся и вяжем в вершину каждого столбика предыдущего ряда 4 незавершенных столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4. Провязываем 4 петли вместе и оставшиеся 2. 5 воздушных петель. И вяжем подарочку 4 таких же незавершенных столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Провязываем 4 петли вместе и оставшиеся 2. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем третий лепесток из 4 незавершенных столбиков с одним накидом в вершины столбиков с накидом предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. 4 петли вместе и оставшиеся 2. Далее повторение. Свяжем такой же элементик. Между элементами 1 воздушная петля. Вяжем первый лепесток. 1, 2, 3, 4. Провязываем 4 петли вместе и оставшиеся 2. 5 воздушных петель. Второй лепесток под арочку. Пять воздушных петель. И третий лепесток из незавершенных столбиков с одним накидом. Одна воздушная и завершаем ряд столбиком с 2 накидами в вершину столбика без накида предыдущего ряда. Десятый ряд. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся и под первую арочку вяжем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. Прикрепляемся столбиком без накида в следующую арочку предыдущего ряда. 3 воздушные. И под воздушную петлю предыдущего ряда между элементами провязываем столбик с одним накидом. И повторяем. 3 воздушные петли. Петли лучше вязать свободно. Столбик без накида под арочку. 3 воздушные. Столбик без накида под арочку. 3 воздушные. 1, 2, 3. Заканчиваем ряд столбиком с одним накидом под цепочку из воздушных петель. Вяжем 4 воздушные петли и в 11 ряду узора будем вязать опять такие же ячейки, как и в первом ряду. Разворачиваемся и первый столбик с одним накидом вяжем под арочку. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, вершину столбика без накида предыдущего ряда, воздушная, столбик с одним накидом под арочку. Воздушная, столбик с одним накидом, вершину столбика без накида предыдущего ряда. Воздушная, столбик с одним накидом под арочку. Воздушная, столбик с одним накидом, вершину столбика без накида предыдущего ряда. Довязываем. Заканчиваем ряд воздушная, столбик с одним накидом под арочку. Воздушная и вяжем столбик с одним накидом в третью петлю подъема предыдущего ряда.
Вот такой образец получился. Если вы не уверены в своей пряже и не знаете, дает ли она усадку, тогда образец лучше постирать при температуре воды, в какой планируете стирать готовые изделия в дальнейшем, и только после этого приступить к расчетам. По ширине образца в работе участвуют 25 петель. Произвожу замер по самому узкому месту образца. У меня получилось 8 сантиметров и 8 миллиметров. Чтобы узнать, сколько петель в 1 сантиметре, нам необходимо 25 петель образца разделить на 8,8 сантиметра. Получается 2,8 петли в 1 сантиметре. Я вяжу на обхват груди 94 сантиметра, что соответствует 46-48 размеру. Мы будем вязать жакет снизу вверх, но основной меркой для набора петель будет являться не обхват талии, а обхват груди. Это главное правило для прямых повторяющихся узоров при вязании жакетов. И обычно я прибавляю сантиметра 2 на свободу облегания, но в этот раз я вяжу модель прилегающего силуэта. К тому же этот укороченный жакет без застежки и открытый спереди. Поэтому не буду прибавлять на свободу облегания, а наоборот вычту на обвязку краев полочек. Ширина обвязки ориентировочно будет равна 2 сантиметрам. Следовательно, нужно вычесть из обхвата груди 4 сантиметра, то есть по 2 сантиметра с каждой стороны полочки. Получившаяся мерка для расчета петель у меня будет равна 90 сантиметров. Если вы хотите, чтобы жакет соединялся по линии середины переда, то есть борта плотно прилегали друг к другу в стык, то вам не нужно вычитать эти 4 сантиметра. А если хотите жакет связать свободного силуэта или с застежкой по всему краю бортов от горловины до низа изделия, в таком случае необходимо к вашему обхвату груди прибавить 2-3 см на свободу облегания. Итак, полученную мерку для расчета петель, у меня это 90 см, умножаю на количество петель в 1 см, 2,8 петли, получается мне нужно набрать 252 петли. Полученное число должно делиться на 12, так как раппорт узора равен 12. Проверяем. 252 делю на 12, получается 21. Это значит, что по ширине полотна у меня будет 21 вот такой сегмент. Для узора нам необходимо добавить одну петлю для симметрии. Получается, мне нужно набрать 253 петли. Если у вас получается для набора количество петель неделимое на 12, тогда просто прибавьте или убавьте петельки так, чтобы полученное число делилось на 12 и было близко к полученному значению. Можно дополнительно проверить правильность своих расчетов, просто приложив поочередно образец к какому-нибудь готовому изделию или непосредственно к тому, на кого вы вяжете, либо к манекену. Покажу на манекене. Прикладываем образец к наиболее выступающему месту груди. Я по центру, как и хотела, оставляю ориентировочно 4 сантиметра. По расчетам у меня по всему периметру жакета должно быть 21 вот таких сегментов. Я просто перемещаю образец и считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 21 сегмент. И как раз остается до того места, откуда я начинала считать, примерно 4 сантиметра, как я и запланировала. Вот такой банальный метод, но все же он работает и имеет место быть. Во второй части мастер-класса мы приступим к вязанию жакета, свяжем полочки и спинку.
Если этот мастер-класс был для вас полезен, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы я поняла, что вам интересны подобные мастер-классы. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!